Привет, друзья! В самой сердцевине канцелярии готовится нечто, что может вскрыть всю бюрократическую конструкцию Германии. По данным источников, близких к правительству, речь идет о секретном указе, который фактически перечеркивает систему управления, существующую десятилетиями. Документ, по словам собеседников, в экспертной среде предполагает упразднение целого слоя федеральных структур, включая ведомства, возникшее после объединения Германии в 90-х годах. И это не шутка. В кулуарах называют происходящее молчаливой административной зачисткой. Министерства теряют контроль, а их ключевые функции передаются не новым госструктурам, а частным подрядчикам с военными связями. Это не аутсорсинг, это перехват управления. Особое внимание в документе уделено перераспределению полномочий в сфере обороны, цифровой безопасности, критической инфраструктуры и миграции. Что особенно взрывает повестку, все это делается без консультаций с Бундестагом и в обход старых процедур. Даже юристы при парламенте заявляют, им не предоставляют копии нового указа. Впервые со времен послевоенной Германии канцелярия канцлера получает возможность напрямую контролировать ключевые блоки исполнительной власти. Это уже называют не реформой, а управленческим переворотом без объявлений. Но это только начало. Сейчас вы увидите, как Мерц начал зачистку без пауз и без тормозов. Старые государственные институты исчезают с карты страны буквально в прямом эфире. Бюджеты обнулены, полномочия перераспределены, а вместо привычных министерств появляются гибкие координационные блоки под контролем людей, не подотчетных старой политической элите. Это уже не реструктуризация, это планомерный демонтаж прежней модели управления. По сообщениям немецких экономических СМИ, особенно сильно пострадали структуры, ответственные за пенсионную реформу, миграционный контроль и экологическую политику. Эти блоки считались святыми коровами старого порядка. Теперь они под ножом. Контроль над ними получает не государство, а так называемые операционные группы, созданные при новых бюджетных структурах, которые напрямую подчиняются канцелярии. Некоторые депутаты СДПГ и Зеленых уже выразили протест, назвав действия Мерца началом мягкой диктатуры. Однако никаких парламентских слушаний не объявлено. В зале заседаний затишье, а в медиаполе взрыв. На фоне отказа от классической вертикали власти Германия входит в фазу, когда власть работает в режиме спецоперации, без камер, без объяснений и без тормозов. И все это происходит под официальной вывеской «Оптимизация государственного управления». А теперь внимание, все это ведет к созданию новой вертикали власти, которую Германия еще не знала. По оценкам аналитиков, страна фактически входит в фазу формирования нового режима управления, который уже называют директивным суверенитетом. Это не классическая диктатура, но и не демократия в привычном виде. Как пишут обозреватели из Франкфурта, Мерц строит вертикаль власти, в которой больше нет места переговорам, комиссиям и коалициям. Только стратегия, прямое действие и немедленный результат. В кулуарах Берлина говорят, теперь каждая важная инициатива утверждается не через парламент, а в узком кругу при канцелярии. Идет переход на решение без посредников. Прежняя модель, где каждый закон балансировал между партиями, регионами и международными партнерами, уходит в прошлое. Вместо этого централизованное управление, подкрепленное союзами с бизнесом и военными ведомствами. Особенно жестко вычищаются все внешние влияния. Ни Брюссель, ни Вашингтон, ни даже федеральные земли уже не смогут блокировать повестку Берлина. Германия впервые за десятилетия выходит из-под внешнего регулирования и делает это без оглашения, без референдумов, без громких лозунгов, просто действуя. И вот где все становится по-настоящему тревожным. В то время как внимание общественности отвлечено дебатами о внешней политике, внутри страны меняется сама геометрия власти. Роль Бундестага – это формальность. Все больше решений продавливается не через парламентские процедуры, а через внутренние координационные штабы, которые действуют в структуре канцелярии. Их руководители напрямую связаны с ключевыми игроками экономики и обороны. По данным Митсандеров, именно там сейчас разрабатываются стратегии по управлению миграцией, энергетикой и бюджетами, а внутренние регламенты старых министерств признаны устаревшими. Во многих ведомствах тотальная замена кадров. Как сообщают источники из юридического сообщества, под ротацию попали даже судьи, аудиторы и пресс-секретари, особенно те, кто был назначен еще при Меркель и при Шольце.
Вся такая новая модель напоминает управленческий штаб транснациональной корпорации, а не демократическое правительство. Речь идет о полной перепрошивке системы от налоговых ведомств до миграционного контроля. Германия больше не зависит от внешнего фидбэка, она диктует свои правила из центра. И тот, кто не вписывается в эту конструкцию, просто исключается. Но и это еще не все. В игре появляется новый инструмент – референдум. В немецкой политике зреет момент, который может стать точкой невозврата. Все чаще, особенно в кулуарах, звучит слово референдум. Но не о доверии к власти, не о евро, не о миграции. По данным инсайдеров, речь идет о плебисците нового типа. Инструменте, который должен узаконить полную перезагрузку архитектуры власти в стране. Документ, готовящийся в администрации Фридриха Мерца, обсуждается в узком юридическом кругу и пока не попал в прессу. Центральная идея – это перераспределение полномочий в пользу федерального центра. Больше никаких сложных многоуровневых согласований с землями, комитетами, парламентскими структурами. Вместо этого единая вертикаль, способная принимать стратегические решения без задержек. Внутри команды Мерца это называют новым договором Германии. Источники, близкие к правительству, утверждают, если все пойдет по плану, Фридрих Мерц станет первым лидером в истории ФРГ, который проведет конституционный редизайн на референдуме, без давления с улиц, без протестного фона, но с полным контролем повестки. Федеральные земли уже начали обсуждать свои риски, региональные элиты в смятении. Для многих это объявление новой эпохи, где автономия и консенсус теряют свой смысл. А вот здесь начинается самое взрывное. Юридическое сообщество в Германии на грани паники. Слухи, которые раньше считались фейками, начали подтверждаться через утечки из рабочей группы при канцелярии. Как утверждают источники, близкие к обсуждению, в Берлине готовится проект глубокой модификации основного закона ФРГ. Причем изменения касаются нерушимых ранее статей, включая компетенции Бундестага, Конституционного суда и даже формулировки неприкосновенности федеральной децентрализации. Главный акцент – это отмена права вето у старых институтов. Больше никакой блокировки внешней политики со стороны судебных или региональных структур. Новая логика власти – это максимальное ускорение принятия решений в сфере обороны, безопасности, миграции и международных контрактов. Обозреватели из немецкой прессы уже называют это конституционным кульбитом, который Мерц проводит без открытой волны, молча, методично, юридически, кстати, грамотно. За кулисами используется формула «суверенная республика нового типа». Германия становится централизованной системой, где стабильность обеспечивается директивно, а легитимизация через редизайн самой Конституции. Для сторонников старой школы это шок, для команды Мерца это финальный рывок в архитектуре власти. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.